Привет, друзья! Сегодня мы знакомимся с Викторией Роготневой. Это одна из лучших travel-фотографов России и, как оказалось, и в мире. Недавно компания Olympus, японская штаб-квартира, выбрала Викторию среди 4 лучших фотографов всего мира, чтобы познакомиться с новой камерой Olympus EM1 Mark II. Виктория не только сама снимает в путешествиях, но и организует фототуры для всех желающих. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что это за туры, как они устроены? Раньше у меня была основная работа и было хобби. То есть я занималась тем, что продавала недвижимость, и какие-то деньги, которые я получала, я тратила на свое увлечение, которое постепенно переросло в работу. То есть на сегодняшний момент организация фототуров, это проведение туров по всему миру, в том числе с камерой в руках, то есть фототуров, да, это основная моя работа, это мое увлечение, это моя жизнь, это то, что позволяет мне на сегодняшний день не только снимать свое удовольствие, но и показывать мир другим людям. А как вы узнаете, что это место, эта локация, куда вы едете, будет интересно? Вы заранее туда ездите сами? Но часто, понимаете, меня не интересуют стандартные туры, куда ездят простые люди. То есть, например, сафари в Кении или Таиланд, или что-нибудь такое, парк Китая, куда ездит миллион людей. Я люблю организовывать нестандартные туры. Как найти нестандартную точку съемки, как найти нестандартный тур, нестандартное место, часто бывает дело случая. То есть я, например, вижу какую-то картинку в интернете или случайно слышу какое-то название места. Или, это может быть просто какой-то сон даже. Так было, например, в 2009 году, когда я открыла книжку в Германии и увидела фотографию Сахары, я заболела ею на всю жизнь практически. То есть на сегодняшний момент это моя уже 7-я поездка сейчас состоялась в Сахару. И я думаю, что я буду ездить туда еще много раз. То есть бывает, что вы ездите в одно место несколько раз? Да, конечно. Если это место, во-первых, фотогеничное, во-вторых, представляет для меня какой-то определенный интерес. То есть бывает так, что ты съездил куда-то, один раз отснялся и потом потерял интерес, потому что тебе становится скучно. Но вот как раз-таки в отношении Африки это тот континент, который не дает скучать никогда. И, может быть, именно потому, что она такая вся взрывная, потому что она очень фотогеничная, потому что она очень разнообразная, может быть, одно из условий было тем, что японцы выбрали меня в качестве фотографа, который поехал в Африку и снимал в Намибии. Когда вы снимаете людей, это вообще, наверное, один из самых интересных жанров и трудных для непрофессионала. Каким образом удается открыть человека, заставить его фотографировать? Вы знаете, я раньше думала, что невероятное удовольствие доставляет съемка пейзажей, но на сегодняшний момент я пришла к выводу, что одно из самых больших удовольствий, которое получает фотограф, он может получить от съемки либо людей, либо зверей. Именно потому, что там есть эмоции. То есть эти эмоции, они абсолютно разные, они не повторяются. То есть пейзаж повторяется. Я ездила в Исландию 10 раз. Я отсняла там абсолютно каждую кочку с мхом. Все льды, они красивые, все хорошо, разная погода, но это все равно застывшее, это нет динамики, понимаете? А люди, звери, это кроме динамики, это еще сильнейший выброс эмоций. То есть, например, очень, очень интересно снимать в Эфиопии, в племенах, где разные племена, разные люди, разный уклад жизни, разные эмоции, они по-разному тебя встречают, и, соответственно, тебе постоянно приходится решать какую-то головоломку, то есть тебе нужно решить, как войти к ним, как получить то, чтобы они тебя приняли, как сделать это в удобное для тебя время, то есть понятно, что тебе нужно обязательно, чтобы был свет. И то есть получается, что ты постоянно решаешь какие-то многие задачи, которые для меня, например, становятся очень интересно решать. То есть для многих это может испугать, потому что в Африке снимать очень тяжело. Для меня это как определенный бег с барьерами. То есть чем больше барьер, тем мне интереснее, тем выше я прыгну. То есть вы внедряетесь именно в реальную жизнь, ни в какую не туристическую? Как правило, да, потому что там, где, как вам сказать, например, в Эфиопии есть племена, где она очень доступна, и там в любом случае очень много приезжает людей и очень много фотографируют. Но есть места, куда люди не приезжают никогда. То есть та же Сахара, вот сейчас я снимала туарегов, потом сейчас мы ездили в Мали, да, потом Бандиагара, там 5 лет уже не было туристов. То есть это интересно, потому что люди себя по-другому начинают вести. Они тебя в Камеруне, опять про который я говорила, тот же самый Камерун, нам гиды запрещали давать деньги.
То есть это было основным условием – не давать денег, не развращать людей. Ты должен был внедриться в их среду таким образом и показать себя так, что ты становишься, как бы, ты на уровне их, понимаешь? Ты не должен себя поставить выше их. И, соответственно, что они должны почувствовать в тебе друга. Нет, ну вот когда мы видим, там люди делают еду, одежду, это все реально они делают, да? Да, конечно, для себя. То есть, нет, иногда ты просишь их передвинуться в удобное для тебя место, чтобы они продолжали делать это действие. Только это... потому что я очень много слежу за, например, за фоном. Какой будет задний план, в каком интерьере эти будут люди. Если они просто сидят в бетонной коробке, это неинтересно. Нужно показать местность. То есть все зависит от задач. Какие задачи вы снимаете? Если вы снимаете жанр, то это обязательно местность. Если вы снимаете портрет, это обязательно глаза. То есть ты через глаза должен показать характер человека, культуру страны. Я просто представляю, удивляюсь. Вот у нас, например, взять портные сидят в ателье, работают. Вдруг приходит турист из Нигерии и начинает их снимать. То есть, конечно, это чем более организованная страна, тем больше у людей вот эти вот не то что недоверие, определенных шаблонов того, что можно делать и чего нельзя делать. Люди, как правило, в своей массе достаточно простые. Чем больше мы получаем образования, тем больше мы на себя клеим ярлыки, тем мы труднее становимся для общения. То есть это в первую очередь, я даже скажу, я была на Ямале. В этом году я ездила к оленеводам, в кочевникам, и они абсолютно хорошие, и они абсолютно, ты просишь, я хочу сфотографировать, ты можешь сделать вот это? Да, ты можешь показать, как ты шьешь шкуру? Да, могу. Ты можешь показать, как ты гоняешь оленей? Да, могу, это не трудно. Это не трудно, но это трудно будет для человека образованного с университета, если ты приезжаешь в Санкт-Петербург и говоришь, садись на сани и бегай. Никто бегать не будет. Я еще могу представить, когда один человек, один фотограф входит в контакт с местными, а когда у вас группа туристов, как люди не пугаются такой группы с фотоаппаратами. Но, во-первых, вы должны понимать, что мы туда никогда не приходим одни, мы приходим с местными гидами, которые знают их язык, который может успокоить людей, который может объяснить наши задачи, потому что, ну вот представьте, мы пришли в племена Бамбара или в племена Фулани в Камеруне, и люди, например, готовят утром кашу для детей, да, и тут приходят 9 белых туристов. Да. Что они должны думать? Конечно, ты не можешь навести с ними контакт просто так, если с тобой нет рядом гида. То есть нужен обязательно переводчик. И опять, это все определяется твоим поведением, насколько ты доброжелательный, насколько люди очень чувствуют, чем примитивнее быт у людей, тем больше развита у них интуиция. Они хорошо очень чувствуют, как ты к ним настроен. То есть, если ты пришел доброжелательно, если ты улыбаешься, если ты с ними пытаешься общаться и узнать их быт, они это видят, им тоже становится интересно. То есть, особенно это чувствуется в Африке. А конечный результат их никак не интересует. Куда это? Как правило, они этого не понимают. А, даже так? Да, как правило, нет. Они понимают, что это фотоаппарат, но они часто не понимают, очень многие племена, те же пигмеи, с которыми мы прожили в Камеруне, прямо в настоящих джунглях, мы с ними жили. Вот, естественно, что мы питались отдельно, потому что они не могли есть нашу еду. Но они не понимают, потому что у них есть вождь, который пошел посоветовался с духами леса, которые дали добро на фотографию. Если духи леса разрешили, они делают все то, что мы хотим. То есть мы, например, говорим, занимайтесь своими делами, мы будем просто ходить рядом, фотографировать. И они разрешают это делать. Только потому, что им разрешили это сделать их духи. Такая же абсолютно ситуация во многих других странах. В том же Бенине, где люди, официальная религия Вуду, и они поклоняются Вуду, они спрашивают разрешения. Вот я, например, расскажу вам такую ситуацию. У нас было в Камеруне 9 человек. 8 профессиональных фотографов и девушка, которая просто к нам примкнула. И вот мы зашли на черный рынок, черный рынок, имеется в виду, что это был просто рынок, где люди по субботам торгуют фруктами, овощами, крупой и всем остальным. И зашли и решили их пофотографировать. У нас у всех были фотоаппараты, у нас все были большие фотоаппараты Никоны, Кэноны, у нас были объективы 70-200, портретники. И у девушки была мыльница. Нас сразу всех выгнали. Только девушка успела что-то пофотографировать, потому что ее маленькая камера не привлекала внимания. И после чего я сделала вывод, что нужно искать какую-то замену большой камеры. Потому что часто ты не можешь сделать хороший жанровый снимок только потому, что ты привлекаешь внимание, а фотограф должен слиться с толпой. То есть, насколько я знаю, именно вот вы начали снимать Олимпусом EM1. Первая камера EM1, которую я получила от Олимпуса.
именно после Камеруна. То есть, кроме этого, меня привлекло несколько... То есть я выбирала, на самом деле, камеру, которую я возьму для съемок. И одно из решений, почему я перешла на Olympus, это, во-первых, быстрый автофокус. То есть камера позволяет снимать 12 кадров в секунду в RAW-формате, что для меня очень важно. Это первое. Во-вторых, это откидной экранчик, который позволяет делать удивительные вещи. Можно подвесить в абсолютно любое, я не знаю, пространство, слиться со всем содержимым, тебя никто не будет видеть, да? Вот. И автофокус. То есть быстрый автофокус, быстрая запись и откидной экранчик. То есть камера писала в RAW, качество меня вполне устроило на тот момент. И, соответственно, я начала снимать этой камерой. Не сразу у меня пришла любовь к этой камере, потому что она сильно отличается все-таки от зеркалки. То есть, в первую очередь, она отличается тем, что ты видишь не через видоискатель, да, вот как у зеркальной камеры, ты видишь напрямую кадр. Здесь приходится пользоваться электронным экраном, либо электронным видоискателем, что, конечно, тебе... Ну, то есть сильно путает твои мозги, как что выстроить. Но со временем, когда ты привыкаешь, ты уже об этом не думаешь. То есть ты к себе полностью подключаешь кнопочки все, очень много там горячих этих кнопочек, да. То есть ты можешь посмотреть сразу глубину резкости, ты можешь поменять ISO, ты можешь поменять диафрагму быстро. То есть это все делается мгновенно, ты перестаешь думать. То есть ты когда не привыкаешь, ты перестаешь думать, у тебя съемка становится автоматически. То есть ты видишь кадр, ты пытаешься мгновенно его поймать. Вот как было, например, в том числе уже с новой камерой, я пыталась сфотографировать пеликанов на лету, там либо я фотографировала белку, которая ко мне подошла очень близко в Намибии, да, то есть моя задача была только поймать движение, то есть навести резкость и поймать движение. Но новые камеры вы имеете в виду уже EM1 Mark II? Да, да, которые мне дали уже на тест, соответственно, да. Но так как они очень похожи, EM1 и EM1 Mark II, они очень похожи, то есть у них абсолютно такие же мозги, ну не мозги, управление, да, эргономика, да, управление, то ты на нее перестраиваешься быстро. А когда ты перестроился, тебе не нужно думать, куда зайти, что поменять, и при этом потерять кадр, понимаете? Вот. Для меня здесь, когда я получила новую камеру, и мне сказали, что она вот лучше предыдущей, я не знала никаких условий, чем она лучше, что у нее. То есть это была просто закрытая информация. Ты получаешь камеру, начинаешь с ней работать. То есть для меня была первая задача – это посмотреть, как она снимает пейзажку, и второе – как работает автофокус. То есть для себя эти задачи я определила, что если сейчас эта камера вот сейчас выйдет в продажу, то я бы хотела ее взять и снимать на нее. Почему? Потому что на данный момент все свои поездки я беру две камеры. Olympus, который решает основные мои задачи, и Nikon 810, который задачи решает по пейзажной съемке. То есть получается, если совместить, хотя бы немножко приблизить вторую камеру к съемке пейзажей, то тогда можно с Никоном распрощаться совсем. Тогда не нужно будет таскать по 15-20 килограмм техники, а всего достаточно уместиться в один легкий рюкзак. А вы вообще в скольких странах всего были? Вы знаете, у меня нет желания увеличить количество стран. Глубже. Но я езжу только туда, где мне интересно. А что было самое интересное? Для пейзажной съемки это Исландия. Это номер один. Страна, которая взорвет мозг абсолютно каждого фотографа. Но сейчас я перегорела немножко, я сказала уже, в пейзажной съемке, потому что мне стало интересно фотографировать людей. Так, если считать, то где-то порядка 67 стран я посетила. Причем многие по 10 раз. То есть я могла бы ездить и дальше, допустим, чтобы увеличивать, но у меня нет задачи увеличить. А если вам страна понравилась, это автоматически значит, что она понравилась с точки зрения фото? Или может быть, что понравилась страна, ну вот снимки не получились, но что-то другое? Да. Понимаете, если мы с вами говорим о тревеле и фотографии, то это надо абсолютно точно разделять. Есть тревел, который тебе очень нравится, который там вытаскивает тебя из зоны комфорта, переворачивает с ног на голову, и ты начинаешь понимать, что ты приезжаешь домой и начинаешь в 2 раза быстрее бегать, у тебя энергии больше. Это одно. Если вы хотите сделать что-то для фото, это другое. Поэтому надо разделять. То есть, например, была такая поездка, как в Конго. Прошло уже 1,5 года, мы встречаемся, нас было 8 человек, и все, что вот с моими друзьями мы встречаемся, первое, что мы начинаем говорить про эту поездку. То есть поездка, которая перевернула полностью сознание. Это просто фантастика. Но фотографии мы привезли 5-10 штук всего. То есть это получилось так, что
Например, мы снимали горилл, западно-равнинных горилл мы снимали, да, которые редчайшие в мире. Всего 5 семей прирученных, 2 из них в Конго. Но из-за того, что гориллы темные, из-за того, что мало света в джунглях, фотографий практически нет. Вот. Но мы добирались туда, у нас был долгий трек, то есть это вспоминайте. Слоны разрушили наш кемпинг, то есть ходили среди наших палаток, мы там претерпели кучу ужаса, но вспоминается сейчас это весело, конечно. Понятно. Ну а какие у вас есть мечты, что бы вы хотели еще посетить? Вы знаете, на сегодняшний момент, если я пытаюсь ограничить в каких-то своих желаниях, вот, потому что у меня есть на сегодняшний момент уже заявлено определенное количество фототуров, я должна делать определенную работу для того, чтобы это каким-то образом поддерживало те же самые мои желания. Желаний очень много. То есть это вплоть до того, что посетить север Гренландии. Я была в Гренландии 4 раза, но не там, где я, допустим, хочу сейчас, да. То есть я хочу поехать на остров Врангеля, я хочу посмотреть нашу Чукотку, я хочу побывать на Аляске. Ну, тут перечислять можно много чего. Вот. Потом очень хочется какие-то закрытые районы посетить, да. Я очень мечтаю поехать, но я понимаю, что это одна из сложнейших задач будет на мои ближайшие 5 лет. Это демократическая Конго. То есть, в первую очередь, из-за безопасности. То есть, нужно найти людей, которые точно скажут, что ты туда поедешь с аппаратурой, и ты оттуда приедешь с аппаратурой. Понимаете? Вот. Я хочу поехать в Анголу. Ну, то есть, туда, куда практически никто не ездит. Ну что ж, желаю вам успеха, новых замечательных снимков. Всего хорошего. Всего доброго, Спасибо. Дмитрий. До свидания.